Мы в предыдущем видео говорили о павлоградских партизанах и о судьбе Эккарта фон Чамер und Остен. Также у нас есть видео о том, как борьба с партизанами выглядела в селе Васильевка Новомосковского района, но уже в 1943 году. Так вот, чтобы наконец завершить тему партизан в этом районе, интересен взгляд и с другой стороны, то есть посмотрим, как немцы решали партизанскую проблему в 1941 и что происходило при Самарском лесу до 27 декабря 1941, когда разбитые остатки отрядов НКВД отошли в сторону кочережек. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Что такое представляли собой эти отряды НКВД, мы много рассказывали. Вверху плейлист на эту тему. Самые главные недостатки организации этих отрядов – это авантюрность этого мероприятия, подмена понятий, что должно было неминуемо привести к гибели большинства его участников. Подбирались в отряды абсолютно неподготовленные для этого люди, в основном коммунисты, которые до войны были председателями колхозов, инструкторами райкомов партий и так далее. Как выразился участник событий Илья Ветров в своей бессмертной книге «В лесах под Новомосковском», не хватало не только боеприпасов, оружия, но и элементарного опыта. Среди партизан были разные люди, и те, кто участвовал в гражданской войне, такие как Жученко, Мазниченко, Павлов, Свечкаренко, Шахнович, Сметана, и совсем молодые люди, которые о гражданской войне и вообще о войне знали только по книгам. И кто им противостоял? Эккарт фон Чамер und Остен, 1885 года рождения, уроженец Дрездена. Не путать с его младшим на 2 года братом Гансом, немецким спортивным чиновником, который умер от пневмонии в Берлине в 1943 году. Оба брата пошли по стопам отца, подполковника Королевской саксонской армии. В интересующий нас период Эккарт фон Чамер, здесь он на фото с Муссолини, занимал должность командира 213-й охранной дивизии с 15 ноября 1941 по март 1942. В 1944 году в Румынии он попал в плен, его экстрадировали в Советский Союз и в 1946 году приговорили к смертной казни через повешение. И вот в районе Новомосковска в 1941 дислоцировалась 2-я рота его дивизии. Но части дивизии были мобильные и перебрасывались в различные районы по необходимости. Как военный, Эккарт фон Чамер подавлял отряды НКВД профессионально и с немецкой методичностью. В видео о павлоградских партизанах я сказала скорее интуитивно, что партизаны запоздали с выходом из леса минимум на месяц. И это теперь подтверждается фактами. Им надо было выходить хотя бы в начале декабря, и тогда было бы меньше бесполезных жертв. К концу декабря партизаны испытывали, кроме всего прочего, недостаток таких продуктов, как мука и картофель, и приходилось ходить за ними в Андреевку. Но это только один штрих всех их негараздев. Немцы имели на постоянной связи по 2-3 завербованных тайных агента в зоне расположения 213-й дивизии, и эти агенты доносили свои сведения в тайную полевую полицию Geheime Feldpolizei. 213-я охранная дивизия занималась контролем, наблюдением и руководством всеми учреждениями, предприятиями, сельским хозяйством и организациями оккупационных властей. То есть вся власть, политическая, военная, экономическая и административная, находилась в руках Эккарта фон Чамер. Местное население прекрасно было осведомлено о приказе оккупационных властей на запрет ношения оружия и расстрел всех, кого задержат хотя бы с винтовкой. Радикальные меры немцам пришлось принимать после того, как где-то 20 декабря был совершен налет на села Вольное и Знаменовку. Тогда они стали посылать в лес разведчиков мелкими группами со стороны тех сел и устраивали перестрелки. Пришел на ум термин «разведка боем». Боже, я скоро стану военным экспертом типа какого-нибудь Жданова. И вот в декабре 1941-го разведка донесла Эккарту фон Чамер, что при Самарском лесу находится партизанская база и лагерь, где расположились примерно 400 партизан и точная схема их расположения. И тут вопрос, откуда взялись эти 400 партизан? Если бы я была советским пропагандистом, я бы сказала, что население толпами уходило в леса, чтобы плечом к плечу с партизанами бороться против ненавистных немецких фашистов. Но нет.
Об этом дальше. Чаммер лично разработал план уничтожения партизанского лагеря. Вылетел на самолете, осмотрел район Присамарского леса и зафиксировал на схемах необходимые данные. Затем он собрал в районе Новомосковска 2 батальона охранного полка, 2 роты его же полицейского батальона, вооруженных минометами, пулеметами, гранатами, автоматами и другим оружием. Также были задействованы несколько сотрудников тайной полевой полиции. Утром 24 декабря крупный карательный отряд численностью около полка, то есть где-то 1000 человек, зашел в лес со стороны Знаменовки. В перестрелке были убиты 7 партизан, в том числе командир отряда Кирилл Ликоть, которому в голову попала разрывная пуля. Также тяжело ранили в живот армянина Акопяна и в ногу разрывной пулей Веру Слабоспицкую, жену политрука Знаменовского отряда Петра Слабоспицкого. Как это описал Ветров: не удавалось продвинуться на одном участке, каратели бросались на другой. Упорно, методично, не считаясь с потерями, они долбили нашу оборону. С каждой минутой петля все туже затягивалась вокруг нас. Конец цитаты. В этот же день военный совет Новомосковского отряда получил сведения о том, что немцы собирают свои силы вокруг леса и готовится большое наступление. 25 декабря 1941 немцы праздновали Рождество. Во время этой передышки руководство партизан решило мелкими группами уходить из леса, затем всем пробиваться к линии фронта, а кто не сможет пробиться, останется в селе где-то и весной должен явиться в лес. А теперь о тех 400. Это были, вы не поверите, освобожденные партизанами военнопленные. Они были истощены и не могли двигаться. Бывшие военнопленные, которые ввиду истощения были мало боеспособны, как выразился о них Георгий Филиппович Павлов, начальник штаба Объединенного партизанского отряда при Самарском лесу. Возникает вопрос, зачем их освобождали? Имеет смысл освобождать, если пленные сразу попадают на освобожденную территорию, но им некуда было идти, и они пошли в этот лесок к партизанам. Хотя из лагеря военнопленных у многих из них был шанс освободиться законным способом. Таких случаев было немало, когда военнопленных отпускали на работы в колхоз. У нас это отражено в видео о Солонянском театре, ссылка вверху. Там мы видели случаи, когда военнопленные поступали в соленые худые, а потом отъедались, и некоторые даже участвовали в художественной самодеятельности. Но новомосковские партизаны их освободили в кавычках и притащили в свой лесок. А дальше что? Это же не белорусский бескрайний лес, а крошечный лесочек, окруженный впритык населенными пунктами. И 25 декабря встал вопрос, что с ними делать, и решили оставить их в лесу. Немцам они должны были сказать, что партизаны привели их в лес насильно. От создателей мы были на учениях, случайно зашли на территорию Украины. В землянках оставалось около 60 военнопленных и раненые бойцы. А сами командиры объединенных партизанских отрядов Новомосковского леса Пантелеймон Жученко и Георгий Павлов со своими еще ночью ушли дальше, бросив раненых и красноармейцев на произвол судьбы. Опять вспомню незабвенного командира Славянского отряда Волобуева, который распустил свой отряд вовремя и не взял грех на душу. 26 декабря немцы послали свои отряды в облаву со стороны Андреевки, Ивано-Михайловки, Вольного, Хощевого и Знаменовки. Они окружили 9-10 землянок и после перестрелки вытащили оттуда 6 человек, включая раненых Веру Слабоспицкую и Акопяна. Потом извлекли несчастных красноармейцев, которые, вероятно, проклинали тот день и час, когда их освободили из лагеря. Также вытащили большое количество одеял, полушубки, обувь, много продуктов, мяса. И даже были там живые вол и лошадь с повозкой. Имущество сложили в одно место и подожгли. В землянке бросили несколько гранат. Местные, которые присутствовали при облаве, осыпали задержанных проклятиями, что они не дают им спокойно жить. Задержанных 6 человек, видимо, Акопяна, Слабоспицкую и других партизан, под усиленным конвоем доставили к реке Самара в дом около леса. Там их допросили, потом расстреляли. Когда бедных красноармейцев вывели из леса, то свидетели отмечали, что все они были очень плохо одеты. Их тоже расстреляли.
Еще одно интересное замечание свидетеля. О расположении землянок знало все окружающее население, включая лесников, которые регулярно делали обходы. А почему? А потому что, когда партизаны жгли костры, то дым был прекрасно виден на всю округу. Так что местонахождение отряда ни для кого не было секретом. Когда 27 декабря немцы организовали еще одну облаву в этом месте, то никаких партизан уже в лесу не обнаружили. А сами Жученко с Павловым и еще 10 человек вышли из леса в районе Губинихи. Там по ним открыли огонь, несколько человек убили, а подробности, как Павлову с Жученко удалось уцелеть, отсутствуют. По этому поводу есть статья краєзнавця Анатолія Джусова про партизанский рух на Новомосковщине в 41-43 роках. Там он сказал, что думает по этому поводу. А мы в видео по Павлоградском отряде красочно описали, как остатки новомосковского отряда, включая Илью Ветрова, в тот день перемещались на злополучные павлоградские дачи. После этого немцы провели аналогичную зачистку во второй половине леса, то есть в районе Кочережек, но там уже никого не обнаружили, а путем подрыва все базы уничтожили. Но об этом мы тоже подробно рассказали. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот и все. Можно только добавить, что Жученко и Павлов, в отличие от освобожденных в кавычках ними красноармейцев, большинства членов веренного им отряда и, собственно, фон Чамера прожили долгую и прекрасную жизнь.